Максим Кац хоть и является моим тезкой, но далек от систематического анализа и научного мировоззрения, коим обладает ваш покорный слуга в данном кадре. 2 недели назад он выпустил материал, который разорвал либеральный интернет. О коррупции и краже так называемых финансистах Навального, а именно бывших глав Пробизнесбанка Александра Железняка и Сергея Леонтьева, что украли сотни миллиардов долларов у простых россиян, а затем, убежав из России, назвались противниками Путина и заявили, что их преследуют не за воровство, а их за политическую позицию. Но перед тем, как начнется наше с вами небольшое путешествие, подпишитесь на канал Перемен в Телеграме. Туда мы выкладываем классово острые новости российского и международного масштаба, выходим на связь с аудиторией, публикуем анонсы роликов и дублируем сами ролики для удобства просмотра без VPN. QR-код на экране, ссылка в описании. Коротко. Итак, у нас есть действующие лица. Это Александр Железняк, экс-председатель правления Пробизнесбанка, учредитель американского филиала ФБК. Сергей Леонтьев, экс-президент Пробизнесбанка, спонсор ФБК. Владимир Ашурков, бывший исполнительный директор ФБК. Мария Певчих, председатель Совета директоров ФБК, главная после смерти Алексея Навального. Леонид Волков, экс-председатель ФБК, тот человек, который просит... И присылайте, конечно, сладкие подарки, если они у вас еще остались. Пробизнесбанк был востребован среди малого и среднего бизнеса, но в 2015 году обанкротился и лишился лицензии. В 2011 году он заключил контракт с зарубежным брокером на 20 миллионов долларов, предоставив кредит на 19 миллионов офшору «Пустышка». ДМБЛ дает деньги в долг «Пустышке» и «Верменде». Оттуда они перемещаются по сложной сети офшорных сделок в Лихтенштейн на личный счет владельца банка. Она прямо заявила, что Александр Железняк связан с Вермендой и группой других компаний. Схема работала до 2014 года, выведя 430 миллионов долларов. Кто же дает кредит в 19,5 миллионов долларов такой пустышке и зачем? А все дело в том, что Пробизнесбанк предоставил поручительство за эту компанию. ЦБ РФ начал борьбу с недостающими в активах банков. И Пробизнесбанк попал под раздачу. Леонтьев и Железняк утверждают, что деньги они не украли, а их украл Путин. Леонтьев опровергал новости о выпуске карты Роспил, утверждая, что это провокация силовиков. Леонтьев и Железняк стали финансировать ФБК в 2018-2019 годах. После начала судов в Польше и Лихтенштейне по эпизодам мошенничества. Также они утверждали, что их преследовали силовики, что все документы подделаны. Железняк зарегистрировал американский филиал ФБК, став юридическим представителем. ФБК принимает помощь мутных людей, не проверяя их. А Певчих и Волков утверждают, что Железняк – это волонтер, хотя он указан как руководитель американского филиала. Волков утверждал, что это травля от русской разведки. А Ашурков также защищал Железняка в суде Лихтенштейна, утверждая, что его преследовало русское правительство. После выхода фильма поднялась волна криков о том, что Кац продался Кремлю. Почему? Потому что он критикует ФБК. Этот факт вполне логичен. Почему-то молодые люди отказываются задаваться вопросом, почему воруют и кто ворует. Ведь если задаться этим вопросом всерьез, то выяснится, что воруют все и всегда. И чтобы искоренить коррупцию, нужно уничтожить человечество, потому что при малейшем развитии общественного устройства кто-нибудь обязательно начнет воровать. Даже если это еда, которая находится в общей куче в пещере, в человеческой природе заложено стремление представить себе как можно больше материальных ценностей. Мы таким образом выжили как биологический вид, размножились и разбогатели. Социальное неравенство существует, потому что одни присваивают себе больше, а другим ничего не остается. Отсюда, кстати, и технический прогресс, и общественный. Его двигают те, кто не хочет жить в условиях старого порядка. Коррупция – это всего лишь еще один механизм присвоения. Протестовать против коррупции – это все равно, что протестовать против облаков на небе. Проблема не в том, что облака лично тебе перекрыли
солнышко. Проблема в том, что на небе облака будут появляться всегда. Это часть природы. И когда я это говорю, я не утверждаю, что пасмурная погода или дождь – это хорошо. Я говорю, что пасмурная погода или дождь естественны. А вот какая-нибудь условная ФБК вдруг заявит, что надо разогнать все облака и будет счастье. Юные дарования тут же подхватывают. Да, мы хотим солнышко. Окей. И как вы планируете это сделать? Ну, как вы собираетесь отменить облака? Разогнать их самолетами? Допустим. А завтра они опять появятся. Дальше что? Тут обычно их мозги выдают синий экран смерти, потому что не сочетается абстрактная борьба за все хорошее с прозаичной реальностью. А фишка вся в том, что борьба с коррупцией – это симулятор, фальшивка, не более чем громкие слова, за которыми не может быть реального результата. Невозможно бороться с коррупцией вообще. А делать конкретных коррупционеров конечной целью борьбы и вовсе глупо. Не в человеке дело. Дело в общественном устройстве экономики и форме владения собственностью. Существует мнение, что если бы экономика нашей страны не была столь зависима от экспорта нефти и газа, то уровень коррупции не был бы столь высок. Многие полагают, что в их идеальном СССР коррупции не существовало вообще. Но на самом деле коррупция существовала в СССР в огромных объемах. А также, если бы экономика России была бы иной, то воровали бы просто из других фондов. Именно борьба с этой коррупцией и привела к развалу страны, поскольку на верхних уровнях власти находились люди, погрязшие в воровстве и лжи. Но посмотрите на результат. Без СССР стало еще больше воров и лжецов. Причем это те же самые люди, которые боролись с коррупцией. Тоже равно самое и на Украине. Стали там меньше воровать и обманывать после того, как такие же юные дарования побегали на Майдане. Нет, стали даже больше. Если к власти придут чистые идеалисты, романтики, как это отчасти было в феврале 2017 года, или очень ненадолго в постсоветских республиках, очень быстро найдутся воры, которые тут же займут нишу. Потому что появится шанс забрать, и кто-то непримерно это сделает. А угадайте, кто обычно пользуется ложью типа борьбы с коррупцией и борьба против конкретных личностей, как первопричины зла? Жулики и воры уж точно бросятся грызть зубами и жрать до всего, до чего дотянутся. Для того все и затевается. Вот почему вожди Майдана украинского очень быстро превратились в главных врагов Украины, потому что когда они не предлагают конкретных решений, способных качественно поменять систему государства и общества, результатом всегда становится еще больший распорядок. Результатом становится больший беспорядок и большая несправедливость. В этом и заключается главное отличие нынешних революционеров от революционеров настоящих. Например, большевиков, которые серьезно пришли на руины России в 17 году, у них была программа минимум и программа максимум. И в них вполне конкретно были описаны решения, которые могли кому-то понравиться, кому-то не нравиться, но при этом могли сработать на практике и в итоге-то сработали. Были ли такие решения на Майдане? Вместо кричалок о Святой Европе, которая всех озолотит. Если что сказать по поводу конкретных качественных реформ ФБК или русской общине, нет, им интересно только свергнуть темного властелина, и сразу настанет благорастворение в виде «за границей нам поможет» и русской утопии. Это обыкновенные жулики, как этого можно не понимать? Признаки жуликов от идеологии и общественной деятельности вполне очевидны. Первое. Борьба либо с абстрактной сущностью, либо с конкретными личностями вместо борьбы идей и систем общественного развития, а также государственного устройства. Когда ФБК выводит юнцов на борьбу с Медведевым и шубохранилищами, это значит, что за отдельными фактами коррупции, несправедливости они прячут отсутствие собственных решений, которые сделают появление новых Медведевых и новых шубохранилищ невозможным или менее вероятными. Иначе им бы не пришлось бы уделять такое внимание кому-то одному. Они просто выкатили бы программу, скажем, национализации или прогрессивного налогообложения или еще чего-то подобного.
Но этого нет и не планируется, потому что условные ФБК всегда планируют сами обзавестись шубохранилищем. А изменения в законодательстве и контроле этому помешают, подтверждающий пример Украины. Где-то банду геть, вот только новая банда стала еще жирнее и поплевывает украинцам на головы. Второе. Агитация и риторика, рассчитанная на отсутствие здравого смысла или инфантилизм, восприятие реалий нашей жизни. Когда кто-то заводит разговоры о том, что мы здесь власть, и якобы правители побоятся протеста, когда обещают 10 тысяч евро каждому протестующему, когда говорят, что примут в Европу и так далее, они работают именно на молодежь, которая еще не умеет мыслить критически, не понимает возможных последствий, руководствуется скорее виденным в кино, книгах и играх. Это почти механистическое, почти магическое понимание жизни. Сделай действие А и получишь результат Б. Результат В быть не может. Украина хороший пример. Там реально либералы пришли к власти, они кричали, что Янукович это путинский агент, что Янукович он там страну дербанит, что он плохой, что у него плохие буржуи, что плохие предприниматели. В итоге пришел Порошенко, главный, кстати говоря, буржуй, который был линейно был во всем правительстве, что Януковича, что Ющенко, что других, я имею в виду представителей капитала. Да, как бы украинский Дональд Трамп погрязл в экономическом хаосе. В итоге, после прихода Зеленского к власти... Просто человек, который никогда другие ролики не смотрел, подумает, что мы какие-то эти... Но нет. Сюда же можно отнести идиотские зверения, что станет президентом какой-нибудь чел из ФБК / Порошенко и будет лучше Путина / Януковича, потому что вынужден отвечать перед массами, которые привели его к власти. Ага, майдановцы, они тоже так думали, пока не получили по зубам дубинками уже от полиции Порошенко. Стоило только заикнуться насчет исполнения обещаний. Или давайте вспомним 93 год, когда слегка охреневшие от творимого Ельциным граждане получили обстрелы из танков. Это уже давно аксиома, победителей не судят и спрашивать с них не могут. Если лидеры не собираются ничего качественно менять, не стоит ждать от них благородства. Отсюда вытекает и третий пункт – отношение к массам, как к пушечному мясу. Пока глупые юнцы получают по хребту от ОМОНа, лидеры протестов тихо сдались и отсидели свои сутки без шумихи и борьбы, потому что знали, что ничего не добьются, а в глазах паствы станут жертвами режима. Пока на Майдане они дрались с Беркутом, там вожди Майдана сидели в тепле с мылом, иногда вынося еду. Это очень характерный маркер. Вольно или невольно, но жулики всегда отделяют себя от народа, потому что частью его не являются. Они используют рядовых революционеров как массовку, как инструмент достижения своих целей, который в лучшем случае ничего не значит для народа. В худшем случае народ будет проливать кровь, чтобы потом последний хер без соли доедать. Как было в 91-м, в 2014-м, опять же сравнивать с большевиками, которые ездили по фронтам гражданской, агитировали лично, боролись бок о бок с рабочим классом за новый мир, и в ссылках сидели, и ликбезы проводили, и создавали актив, способный самостоятельно действовать. И в 1941 году оставались в Москве, слушая грохот пушек за окнами, потому что большевики решали задачу, чтобы достигнуть общих целей, а либералы правые просто хотят, чтобы у кормушки сидели они, а менять они ничего не собираются. Им интересна только выгода для себя. Это приводит нас к 4-му пункту. Работа на эффект вместо результата. В процессе буржуазных переворотов важен именно поверхностный эффект. Например, молодежь против коррупционеров, прям как народ против геронтократии КПСС. Или молодые украинцы против злого Януковича, не пускающего в европейское будущее. Это эффект, картинка для масс.
Сведение суть противоречий к черно-белому фэнтези с добром против зла. Делается это, чтобы широкие массы не поняли, что им врут. А сами массы в таком перевороте, чтобы ощутили себя героями, чье действие А приведет именно к результату Б. Потому что так положено в фэнтези. Если эффект оказывает действие, массами гораздо проще манипулировать. Несмотря на заверения пропаганды, главная заслуга большевиков, или, скажем, народно-освободительных сил стран третьего мира, в том, что они действительно качественно меняли систему государства и общества. Наблюдаем резкий контраст с 90-ми, когда бывший соцлагерь просто своим существованием заставлял буржуазию Запада улучшать существование массы и идти по пути прогресса, теперь превратился в набор нищих стран, качащихся в черную бездну отсталости. Принцип всегда один и тот же. Такие перевороты совершаются раскочегаренными массами от лица людей, которые совершают все это не ради серьезных изменений в стране и обществе, не для простых людей, нас с вами, а строителям подобных протестов на нас наплевать. Страну и людей при этом просто бросают в воду. И выплывут или утонут, какая разница. Тут даже дело не в том, что какой-нибудь ФБК злые, агенты США или что-то подобное. Просто лидеры протестов вообще не думают на перспективу. Им реально все равно. Кстати, так оно везде и работает. В Америке тоже есть консервы-старики, которые мешают молодежи бороться со всем плохим, в лице консервативной партии республиканцев. Схема одна, потому что если не отделить молодых избранных от старых консервов, протест не сработает. Нужно дать ощущение избранности и подвига, чтобы человек реально поверил, что он пытается что-то изменить к лучшему. В этом заключается суть вранья. Если либералы такими методами вытягивают широкие массы на протест, то надо идти и перехватывать протест, а не отсиживаться дома. Именно так делали большевики, ибо, имея настоящую программу и реальные возможности изменить мир, этим надо пользоваться, как писал Ленин. Далее вспомните слова поддержки коммунистами всякого революционного движения против существующего строя. Эти слова часто понимают слишком узко, не распространяя их на поддержку либеральной оппозиции. Не следует, однако, забывать, что бывают эпохи, где всякое столкновение с правительством на почве прогрессивных общественных интересов, как бы мелко оно само по себе ни было, может при известных условиях, а наша поддержка есть одно из этих условий, разгореться в общий пожар. Достаточно напомнить, в какое общественное движение разрослось в России столкновение студентов с правительством на почве академических требований, или во Франции столкновение всех прогрессивных элементов с военщиной на почве одного, решенного путем подлогов, судебного дела. Вот почему наш прямой долг разъяснять пролетариату, расширять и путем активного участия рабочих поддерживать всякий либеральный и демократический протест, будет ли он проистекать из столкновения земцев с Министерством внутренних дел, или дворян с ведомством полицейского православия, или статистиков с помпадурами, крестьян с земскими, сектантов с урядниками и прочее, и прочее. Кто морщит презрительно нос по поводу мизерности некоторых из этих столкновений или безнадежности попытки раздуть в их общий пожар, тот не понимает, что всесторонняя политическая агитация есть именно фокус, в котором совпадают насущные интересы политического восстания, пролетариата с насущным интересами всего общественного развития и всего народа в смысле всех демократических элементов его. Наш прямой долг – вмешиваться во всякий либеральный вопрос, определять свое социал-демократическое отношение к нему, принимать меры к которому, чтобы пролетариат активно участвовал в решении этого вопроса и заставлял решать его по-своему. Кто сторонится от такого вмешательства, тот на деле, каковы бы ни были его намерения, пасует перед либерализмом, отдавая в его руки дело политического восстания рабочих, уступая гегемонию политической борьбы таким элементам, которые в конечном счете являются вожаками буржуазной демократии. Классовый характер социал-демократического движения должен выражаться не в сужении наших задач до непосредственных и ближайших нужд чисто рабочего движения, а в руководстве всеми сторонами и всеми проявлениями великой освободительной борьбы пролетариата, этого единственного действительного революционного класса современного общества.
Социал-демократия должна всегда и неуклонно расширять воздействие рабочего движения на все сферы общественной и политической жизни современного общества. Она должна руководить не только экономической борьбой рабочих, но также и политической борьбой пролетариата. Она должна ни на минуту не упускать из виду нашей конечной цели, всегда пропагандировать, охранять от искажений и развивать дальше пролетарскую идеологию, учение научного социализма, то есть марксизм. Мы должны неустанно бороться против всякой буржуазной идеологии, в какие бы модные блестящие мундиры она не рядилась. Названные нами выше социалисты отступают от классовой точки зрения также потому и поскольку они безучастны к задаче борьбы с критикой марксизма. Только слепые люди могут не видеть, что эта критика всего быстрее привелась в России и всего торжественнее подхвачена русской либеральной публицистикой, именно потому, что она является одним из элементов складывающихся буржуазной, теперь уже сознательно буржуазной демократии в России. А коррупцию и все плохое, в принципе, так не забороть. Чтобы что-то сделать для решения этих проблем, ребята, надо строить принципиально новое общество с новой мощной моралью и общественными институтами. И нет, я говорю не про общество истинных арийцев с каллавратами вместо свастики или либертарианцев, которые некоторые поклонники каллавратов очень подозрительно любят. Я даже не об утопическом коммунизме диванных комрадов, которые представляют его себе как государство, которое потирает им эту точку и вытирает сопельки просто по факту принадлежности к государству. Все это туфта, такие же симулякры, которые порождены гребаным постмодерном. Нет, я о настоящем, о качественно новом, сложном, продуманном и сугубо практичном обществе. Но об этом мы уже говорили в предыдущих роликах. Горького, европейски знаменитого писателя, все оружие которого состояло, как справедливо выразился оратор Нижегородской демонстрации, в свободном слове. Самодержавное правительство высылает без суда и следствия его из родного города. Башибузуки обвиняют его в дурном влиянии на нас, говорил оратор от имени всех русских людей, в ком есть хоть капля стремления к свету и свободе. А мы заявляем, что это было хорошее влияние. Опричники бесчинствуют тайно, а мы сделаем их бесчинства публичными и открытыми. У нас бьют рабочих, отстаивая свои права на лучшую жизнь. У нас бьют студентов, протестующих против произвола. У нас давят всякое честное и смелое слово. Демонстрация, в которой участвовали и рабочие, закончилась торжественной декламацией студента. «Пойдет произвол, и восстанет народ, могучий, свободный и сильный».